Вітаю вас знову в своєму саду. Я Світлана, і ви під Києвом. Оце так гарно квітують певонії. Но сегодня не про пионы. Сегодня расскажу вам очень интересное, полезное, и вы возьмете себе что-то на заметку. А у меня в саду все отлично. Кроты ловят всяких жуков, червяков на моем газоне на новом, на круглом нарыли. Представляете, бронзовки договорились и едят все белые цветы. Впереди трипсов хотят успеть. А слизни петуньи. Все идет отлично. Я с ними борюсь. Они свою игру играют. Ну а мы пойдем смотреть мою первую зеленую комнату. Ну вот опять бронзовка. Не знаю, что с ними делать. Читала, что их просто надо собирать. В одном из видео я вам рассказывала, как можно сделать узкий участок широкий. Делим на зоны перпендикулярно центральной оси. Это если по-научному. А если просто, делите на зоны приватные. Они называются зеленые комнаты. Комнаты это потому, что стенами служат высокие зеленые растения. Чаще это хвойные, чтобы и зимой была приватность. Но можно и лиственными. Комнаты по размеру могут быть больше, меньше, по форме и круглые, и квадратные, и прямоугольные. Это не имеет значения. Я вам покажу сейчас одну свою зеленую комнату. Я ее образно называю комната с рододендронами, хотя они у меня растут в разных зонах. Я вам расскажу, какие там растения посажены. Она уже почти оформлена, еще не до конца, конечно. Растения постепенно поднимаются, подрастают. Кратенько про каждое растение расскажу, опишу его. И вы наглядно увидите, как можно зонировать свой участок. Комнаты могут быть с разными растениями. Могут розовая комната, ну у меня розовый круг. Могут быть, допустим, с лилиями, с гортензиями. Ну, цветы сезонные, чтобы комната всегда была визуально красивая, цветущая. Если вы не хотите цветущую, можно сделать вообще чисто зеленую, только хвойную комнату, очень спокойно, для релакса, зеленый газон, хвойный. Ну, а мы пройдем в ту мою зеленую комнату, номер раз, с рододендронами. Одно из главных условий любой зеленой комнаты, чтобы у нее был вход. Чтобы не с разных сторон в нее можно было зайти, а определенная дверь в зеленую нашу комнату. И эту дверь мы визуально оформляем в виде каких-то высоких растений. У меня это хвойные растения можжевельник спартан. Я его буду стричь. И пихта корейская. Вот это. То есть вход в нашу зеленую комнату ограничен двумя высокими хвойными деревьями. Ну и в комнате желательны стены. Стены у меня оформлены в виде изгороди. Если идти по круглой дорожке, скоро она совсем, эта комната, будет не видна. Первая стена – это древовидные гортензии. Совсем скоро это будет просто шикарное феерическое зрелище. В прошлом году я вам показывала, как она цвела. На заднем плане я тоже посадила эти гортензии, но временно думала, пока разрастутся мои скайрокеты. А они заполонили всю заднюю стенку. С этой стороны стоянка огорожена тоже гортензиями. То есть стены в моей зеленой комнате цветущие
все из одинаковых растений. Это не обязательно, но желательно. Ну а сейчас подойдем ближе, и я вам расскажу. Ну, как вы поняли, стены в комнате желательно в одном стиле. То есть у меня это древовидная гортензия. Следующим этапом идет прорисовка акцентов. Вертикали в этой комнате, то есть наши будущие стены до потолка, это мои можжевельники Sky Rocket. Они подрастают, вы видите уже какой высоты. В прошлом году я их формировала вот такусенькими. Немножко распушаются. Можно использовать, конечно, не Sky Rocket, можно любые хвойные, можно елями засадить какими-то, сделать высокие стены. Гортензии у нас цветущие, зеленые. Разрослись, кстати, древовидные. У древовидных гортензий самое главное не проворонить и от клеща обработки весь май прямо раз в неделю. И тогда они вот такие красивенные будут. А когда шапки, вот такие удобрения для вот таких шапок перед цветением по листу удобрения. Значит, 2 стены у меня из Sky Rocket'ов посажены. 3-я стена, вот эта, отделена можжевельниками обелиск. Я их когда уже купила, я рассказывала, я по уценке их приобрела. Малюсенькие, более-менее ровный ствол, но лысые. Вот 3 года, вот так они выглядят. Сейчас вы их ближе видите. Посажены они неровно. Вот один интересный нюанс, как сделать еще один выход из комнаты незаметный. Или вообще можно было так и вход сделать, то есть комната совершенно приватная. У меня можжевельники обелиск посажены не ровненько, одна возле другой полосочки, а в шахматном порядке. Для чего это делается? Для того, чтобы когда подойдешь к этой стене, визуально ряд ровный, да, можжевельников. А когда посмотришь наискосок, у вас будет проход. То есть, если вы шахматный этот порядок сделаете где-то через метр, когда так смотрите, у вас будет ровная стена, а когда подойдете к ней, можно наискосок сделать туда проход. Дорожку небольшую, чтобы пройти между деревьев. Этот прием очень часто используют ландшафтные дизайнеры. Возьмите себе на заметку. Аналогично можно было сделать и тут. Посадить более близко эти мои хвойные растения у дорожки. То есть, когда так идешь, одно возле другого. А когда наискосок дорожку проходишь, между ними легко можно пройти. Я так и сделала, но дорожку пустила мимо магнолии. Вот, про магнолии. Что еще важно в зеленых комнатах? В зеленых комнатах важно повторение растений. То есть не хаос, не все возможные растения из питомника сажайте, а желательно выберите самые свои любимые. Комната должна быть, ну, какая-то, как скажем, тематическая комната. Сейчас я вам кратко прямо с камерой пройду, покажу каждое растение, расскажу. А пока образно хочу сказать. Растения должны 2, 3 или более раз повторяться. И не 20-30 сортов, а желательно выберите самые любимые или теневыносливые, если у вас комната в тени, или наоборот, какие солнышко любят, если на солнце. И сделайте комнату в одном стиле. Будет просто невероятно красиво. Я вас уверяю. Ну а вначале, когда мы пойдем обходить и по растениям, я расскажу про газон, пока не забыла. Этот газон первый, который я посеяла, тут нет ни сетки, ни автополива, ничего. Поливаем мы поливалкой. А сейчас расскажу непосредственно за сам газон. Почему он у меня так быстро зеленый, почему такой светло-салатово-зеленый, почему проплешины на газоне и как я с этим борюсь. Так, ну и вот, собственно, газон. У меня эта комната такого прямоугольного немножко размера, как я вам говорила. Они могут быть разной формы, хоть овальной, хоть трапециидальной, любой. И газон, соответственно, тоже.
отделен бордюрной лентой. Ну, с этой стороны еще доска. Тут не хватило. Сеяли мы газон семена спорт. Вот я прикрепляю смеси трав какие. И нам, когда мы его покупали, посоветовали для того, чтобы быстро вырос, потому что семена из серии спорт, состав трав, они медленно растущие. То есть газон-то будет шикарный, плотный, но не скоро. И вот я вам покажу результат. Нам посоветовали для более быстрого роста взять и немножко добавить райграсса. Так вот, я вам и показываю. Райграсс – это однолетняя вот такая травка. Вот такая зеленая, салатовая. А вот это более мелкая между ним. Вот это. Вот эта травка между ним, которая, это идет уже спортивная. Тоненькая, темно-зеленая, а райграсс, вот такая салата лопухастая. Вообще райграсс используют как кормовую для животных. Из-за чего? Из-за того, что она мягкая, из-за того, что быстро нарастает. Ну, тут еще сорняки пробиваются. Вот, тоненькая зеленая – это сортовая, а райграсс – это для быстрого роста. Ну, тут попадаются еще, конечно, и сорняки у меня. Сорняки не проблема. Одуванчики я удаляю. Потом еще щавель, дикий щавель из-за кислой почвы тоже его удаляешь. Трава его потом забьет. Культурная не будет. Почему же вот такие проплешины? Как только Света посадила этот газон, сюда слетелись птицы на завтрак, на обед, на ужин. И собаки стали свои игры гулять. Это мне собаки выкатали. Они тут и катались, и играли. Эта проблема решается очень быстро. Рыхлится земля и подсеивается газон. Сегодня как раз это сделаю. И поливается. Потом немножко утрамбовывается, утаптывается. Что я хочу сказать про газон. Вот этот опыт с райграссом. Мне райграсс, трава, не нравится. Она очень мягкая, на нее наступишь, она потом очень долго поднимается, то есть не как спорт, трава. Есть чем сравнить. Возле дома у нас чисто спортивный газон. Но для того, чтобы более-менее быстро этот газон какой-то вид стал иметь, может быть, стоит и попробовать. Вы несколько раз подумайте на эту тему, стоит это делать или нет. Так, про газон рассказала. Про круглый газон я вам еще отдельное видео сделаю. Там прямо целая детективная история отдельная. Про него надо рассказывать, и он еще не доделан. А сейчас идемте по растениям расскажу. Ну и вот пройдемся теперь по растениям. В дальнем углу моей зеленой комнаты растет барбарис Rose Glow. Я его поднимаю небольшим таким фонтаном он будет, потому что он сильно раскидистый. Он немного меньше, чем орликин, но тоже довольно рослый, до 2 метров может быть этот барбарис. Немножко пестрые, молодые у него приросты. Почему именно этот сорт? Я выбирала на контраст с голубыми скайрокетами. Ну, на солнышке они зелено-голубые, нарастают, но хочу сказать, что в более пасмурную погоду они, конечно, более голубой цвет имеют. Посаженные скайрокеты, как я вам говорила, вдоль всех стен этой зеленой комнаты. Кстати, комната имеет размеры 7 на 5. Клумбы, сама вот эта клумба 2,5 метра. Ну, с той стороны у меня еще можжевельники минджулипы посажены за гортензиями древовидными. По всей комнате на переднем плане поднимутся магнолии. Я вам рассказывала, они немного пострадали у меня от заморозков в середине мая. Я недолго ждала, смотрела на эти сухие листья, обрезала их. Сейчас они имеют, магнолии мои, крайне несчастный вид, но мы работаем над их благополучием. Вот, хотела показать,
как уже древовидная гортензия на бутонах. Смотрите, большие красивые бутоны. И стена будет ровная, красивая, большая. Со стороны дорожки посаженные обыкновенные туи-смарагды. То есть они поднимутся, будут пышнее, и комната с дорожки не будет видна. Дальше я посадила одинаковые растения, одинаковые, но разные по сорту. Одинаковые цветущие кустарники – это рододендроны. Раскомната рододендровая, значит, и растения такие. Сейчас 12 часов дня. Как вы видите, растут они у меня на полном солнце. От забора тень еще падать не начала. Немножко только. Вот этот молодой у меня притенен. Хотела убрать для съемки, а потом думаю, оставлю все как есть. Он был высажен, сейчас скажу какой сорт, сразу через 4 дня были заморозки. И он несчастный, и цветы у него все завяли, засохли, и листья повесил. Ну вот, притенили, и он встрепенулся. Это сорт, сразу за него уже скажу, Royal Lilac, королевский рододендрон, ярко-лилового, темно такого сиреневого цвета. Цветение увидела, к сожалению, только один день. Вот такие у него цветочки, собранные в кисти. Пока особо сказать больше ничего не могу. Сорт морозостойкий. Лист у него зеленый, среднерослый, до 1,60 м будет. Ну, он и виден по сравнению с этими кустами, что лист у него меньше, уже и, соответственно, будет небольшой. Кто помнит мои видео прошлого года, тут рос пенисетум лисохвостый. Было 3 куста. Сейчас остался 1, 2. И в самую жару пересадила, как раз же у нас в начале мая жара была, 3. Я его пролила, отлила. Вот он чувствует себя прекрасно. Самый большой, кстати, мой куст. Немножко подсохший. Это из-за заморозков. Сейчас сразу скажу про пенисетум. Почему с 2 сторон углы закрывать, чтобы такая была визуальная картинка. Мне вообще нравится визуальный ряд. Хаос не нравится. Пенисетум лисохвостый. Что могу за него сказать? Где-то 1,5 метра в высоту. Вот я вам прошлогодние видео прикрепляю. Очень красивый у него сам колосок, когда он выбрасывает свои соцветия. Высокие, крепкие, никакой им опоры не надо, ни подвязки. Долго их держит. Чем этот злак мне понравился. Но я злаки вообще не очень люблю. Но подкупил тем, что он не разрастается, не агрессивный. Вот такой куртиной он и будет. Единственное соцветие, когда осыхается, начинает разлетаться, вы мне сказали, он может насеяться. Я их обрезала где-то в конце сентября или в октябре, я уже не помню. Сами вот эти колоски обрезала, а уже подстригала непосредственно сам злак перед морозами, перед самыми. Мне не нравится сухая трава, когда лежит. Но, в принципе, можно оставить, чтобы она как бы закрывала, чтобы он не перемерз. Но я не низко обрезала, так средненько, чтобы более-менее аккуратненько было. Так, ну и про рододендроны кратенько. Вот это сорт посажен Peace American Beauty. Сорт посажен в апреле. Понравился очень. Единственное, хочу сказать, надо сажать все рододендроны. Был вопрос после цветения. Ну, после цветения уже жарко, я хотела успеть до жары, но эта весна у нас такая была, что все непонятно. Жарко было и в апреле, и в мае. Ну, я сделала правильно, высадила его, подпалив сразу. Сортом довольна, соцветия очень пышные, вот такие красивенькие. Он даже процвел, и у этого рододендрона плюс какой, он цветет позже всех. Вот видно, эти соцветия отцвели, а еще есть даже вот такое новое. Будет высотой 1,60
80 по листу. Видно, что крупный. Дальше моя магнолия Феликс Жюли. Очень жду ее цветения. Надеюсь, магнолия придет в себя, нарастет и, может быть, держу кулаки, заложит бутоны. Следующий рододендрон мой Хакманс Чарман. Тоже посажен в апреле. Эти два я заказывала в одном месте, посажены вместе. До обеда, до 2 часов даже получается сейчас на полном солнце. Чувствуют себя отлично, но я их сильно проливаю. Имейте в виду, вообще поначалу надо притенять. У меня там есть один кадр, который решил, что мой сад, недостойный его неземной красоты, был высажен в полутени. И как-то очень плохо ему сейчас. Посмотрим. Может быть, я с ним еще договорюсь. А если нет, имейте в виду, притеняйте первое время после посадки, а вообще сажать ранней весной или уже в сентябре рододендроны надо. Не спешите. Ну, нам же хочется, да, когда цветы цветут, чтобы мы увидели и вся красота была налицо. Что могу сказать про рододендрон Хакманс Чарман? Понравился. Цветы у него вот такие белые с розовой каймой. Растет до 2 метров. Ну, у меня кустик довольно молодой, неприхотливый, морозостойкий. До минус 29 градусов. Но на зиму я их буду агроволокном. Это у них первый год притенять. Так, на заднем плане у меня, значит, еще землю закрывают горизонтальные можжевельники Репанда. Эти можжевельники 2,5 года, и в этом году только первый раз тронулись в рост. Вот так они выглядят. Нравятся мне, хочу сказать, не очень. Мне больше принц Уэльский горизонтальный нравится. Ну, посмотрим. Вот это желтый, это я с центрального газона возле дома. Ветка укорененная, я ее сюда отсадила. Думаю, для такого яркого желтого пятна будет самое оно. Ну и на переднем плане, ну там и на заднем я уже подсадила. А так у меня вся передняя кайма засажена одинаковыми хостами Патриот. Вот она, эта хоста. Делила я ее неделю назад. Но не сильно. Куст напополам делила, откопала возле дома, там где хосты. Получилось у меня довольно много. И эти одинаковые хосты, как ниточка, на ниточку бусинки нанизаны, а одинаковые акценты и по углам, и между рододендронами. Четко так я их распределила. Это среднерослая хоста. Выдерживает небольшое солнце. Ну, тут у нее большое. Но я думаю, она выдержит такие условия. Полив тут каждый день и душевание происходит. Мне нравится, что у нее плотные кожистые листья. И эта хоста, кстати, отлично перенесла заморозки. Немножко у нее пострадали листья, но вот так. Но не сильно по сравнению с другими хостами. Лист немножко закручен такой, как лодочкой. Когда он больше становится, распрямляется. Высота этой хосты будет до полуметра. Она очень хосты. Кстати, возьмите на заметку, тенистые места на участке украшают хосты, потому что в тени в основном растения такие темно-зеленые же, да, мы знаем, как определить, какое растение, какой свет любит: яркий, солнечный, полутень. Так вот, по хостам, что хочу сказать: темно-зеленый лист сажайте в тень, голубые хосты полная тень с небольшим солнышком, голубые хосты. А я, кстати, вам вчера покажу вам. Вчера посадила вот эту голубую хосту, но тут тень буквально через часок уже будет. Видите, лист такой голубенький у нее с полосой. Так вот, такие хосты любят тень. Ну, а пестрые хосты выдерживают какое-то количество солнца. Ну и хосты со светлыми мазками, краями, серединкой солнце выдерживает. Ну, конечно, без фанатизма. Не на полное солнце на целый день, не на клумбу с розами. Так, по рододендронам дальше идем.
рододендрон Джунифер. Смотрите, когда вы спрашивали, вам повезло, у вас еще рододендроны цветут. Так вот, Джунифер после заморозка засушила пол куста бутонов. Но некоторые в сторону забора, или я не знаю по каким причинам, до сих пор цветут и довольно, я скажу вам, привлекательные. Вот такие. Желтый краб, серединка белая, довольно большой у нее цветок. В прошлом году, как показывала я, мы их притеняли. Посажены были летом. Выдерживает этот Джунифер сорт рододендрона высокий. Такое дерево будет 2,5 метра. Ну, как раз мне забор закроет и подружится со скай-рокетами. Морозостойкий, устойчивый, любит полив, как и все рододендроны. И вот этот красавчик, вы помните, какого он был, лимонного цвета? После этих заморозков он, наверное, себе решил: спасайся, кто может. Ну его этот хлороз, надо как-то закрепиться. Позеленел, процвел. Он у меня даже процвел. Немножко цветы там подмороженные были. И прям красавчик. Ну, и не скажешь, что такой прямо лимонного цвета, чахлый. Я не знала, что с ним делать. Помните? И коллоидную серу, и хелат железа, и кислый торф добавляла вокруг яму, подрывала вокруг него. Вот. Или это результат. Вот еще немножко хлороза осталось. Но буквально издалека и красивенный по сравнению с другими. Ну, в общем, почти договорились мы с ним. И на месте вот этой гортензии, пересажена 2 дня назад сюда, тут рос этот рододендрон мой, который капризит. И капризит, я вам скажу, кардинально. Не знаю, то ли ему прямо прямое солнце тут, но он был притенен. Не знаю почему. И вот еще за вот эти вот, подойдем сейчас ближе, можжевельники обелиск. У него хвоинки немножко кучерявые, я вам обещала показать. В центре тут они такие загнутые, вот эти, которые не колючие и кучеряются. Сейчас уже стали распрямляться. И он в середине такой, как кудрявенький. Не сильно, но вот эти колючие, обычные колючие хвоинки, наподобие, как у можжевельника чешуйчатого, лускатый, чешуйчатый, наверное. И вот они посажены, как я вам говорила, вот с таким шагом, в шахматном порядке. То есть дорожку можно было сделать прямо вон туда. Может быть, я когда-то тут что-то поменяю, когда разрастутся. Ну, в следующую комнату мы пойдем с вами в следующий раз. А сейчас, значит, выбирайте себе место, где вы можете какую-то зону сделать тематической, красивой, оформить как-то по-особому. Не забывайте, что растения надо повторять и в то же время разные цвета. Шишки унверс такие огромные стали. Вот такие. Это шишки унверсы стали. Ну все, я побежала бороться с вредителями, которые живут в наших садах, поливать, удобрять и заниматься своими делами.